Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о вещах. Красивый парадокс. Привет, народ! Сегодня на обзоре у нас будет аккумулятор, о котором я практически забыл, что обещал сделать обзор. Хорошо, что человек под одним из видеообзоров написал, когда же будет обзор на этот аккумулятор, который ты показывал в конце. Вот, ну что могу сказать? Купила дитя себе балалайку автомобильную новую. Все позабыто, все позаброшено, балуюсь с балалайкой. Давайте, выбрал время, сделаем такой обзорчик. Значит, данный аккумулятор на элементах Tank Power 40XG 21700. И вот аккумулятор, который был на обзоре, это на элементах EV40PL. То же самое 21700. Значит, давайте посмотрим немножко, чем же они отличаются. Вот если так смотреть, они просто братья-близнецы, но вот эта синяя кайма... Здесь каемка с такой более голубого оттенка, здесь более темнее. Ну, на камеру, видимо, это все дело не видно. Дальше переворачиваем характеристики, все идентично. Единственное, что смотрим на корпус и видим, что у нас здесь есть вентиляционные отверстия. И вот каких-то 6 штук, не знаю, это отверстие либо не отверстие, есть здесь. В то время как здесь у нас ничего нет. Так, здесь... В принципе, все одинаково. Здесь тоже, в принципе, все одинаково. Ну и у нас остается такое вот отличие. То есть здесь у нас, вы помните, такие мелкие отверстия для вентиляции. Здесь же уже такие большущие окна. Ну и вот видите, для зарядки на Makita оригинальной нет окна под охлаждение. В то время как в этом аккумуляторе уже все это как бы есть. Ну что ж. Давайте вскрывать и смотреть, что нам тут да как покажут. Вот такой вот пластик. В принципе, все стандартно, как всегда. Ну и вот так, друзья, выглядит наша плата. Сразу бросается в глаза, что у нас здесь есть пассивная балансировка, в отличие от данного аккумулятора на элементах EVA. Ну и все остальное. Плата выполнена все очень чисто, флюс отмыт. По-моему, здесь на данной плате на 40PL несколько контактов были в флюсе не отмытом. Ну, точно не помню, вроде бы там. Так, что у нас тут? Шунты по 0,3 миллиом, ой, по 3 миллиома. Вот так, в принципе, все исполнено. И обратите внимание, что плата, вот я публикую, очень обильно и жирно залита лаком. Что тоже является огромнейшим плюсом. Так, вынимаем, смотрим дальше. И, собственно говоря, наверное, приступим сразу к измерениям. Да, видите, вот эти отверстия все как бы присутствуют. 9 отверстий внизу, в корпусе. Ну и смотрим, что мы тут увидим. ИНР 21700 40XG. Tank Power TP. Опять же, все укутано этим вот мягким скотчем. Скотч нужен для того, чтобы, в принципе, не было ударов и чтобы аккумулятор сидел как можно плотнее. Здесь смотрите, что датчик температуры они приклеили к аккумулятору и наверх наклеили вот такой же скотч. Разбираем, вернее не разбираем, а пытаемся отклеить. Вот эта вот хрень очень, друзья, тяжело отрывается. Ну, будем пробовать. Все, сразу пошло рваться. Видимо, потому что все ледяное. В гараже температура порядка 5 градусов. Да, все у нас... Короче, я оторву и мы продолжим. Еле-еле, с большим трудом я оторвал данный скотч. То есть, смотрите, весь клей остался полностью на медном контакте на этом. И здесь то же самое. Поэтому не знаю, как мы будем с вами промерять, измерять. И здесь сверху тоже все в клею. Ну, может быть, какую-то точечку найдем. Итак, смотрим на сварку. Сварка, в принципе, нормальная. Отлично, я бы сказал. То есть, видите, у нас все приварено медью через никель. Пока разбирал, заметил такую вещь, что здесь у нас два датчика температуры, с одной стороны и со второй, то есть тоже является большим плюсом, но минусом
является то, что опять же здесь нет картонных колечек изоляторов. В то время как на точно таких же баночках в аккумуляторах под DeWalt вы помните, что эти изоляторы у нас зелененькие стояли. Здесь все то же самое. Аккумулятор холодный. Вот мне интересно сделать все измерения на ледяном, грубо говоря, холодном аккумуляторе. Ну, не ледяной, в гараже примерно 5 градусов. Ну и давайте смотреть. Надеюсь, вам будет видно. Не так, как в прошлый раз. Я совершенно упустил этот момент и не показал. Измеряем, значит, на силовых контактах все это дело. Смотрим показания. 18,25 миллиом общее сопротивление и 18,04 вольта. И теперь пытаемся померить это же только уже на самих контактах. На самих контактах смотрите сколько. Какое, блин, соскочило. Какое большое уже сопротивление. 21,81 миллиома и 18,04 все тех же вольта. Ну и погнали измерять. Здесь я не возьму, придется измерять так, как бы, чтобы вам было видно. То есть я здесь беру точку вот сверху на меди и здесь вот эту точку. 3,42 миллиома, 3,6 вольта. Вольтаж запоминаем, посмотрим на балансировку. Так, здесь, наверное, буду тоже мерять сверху, или как тут промерить? Везде клей, друзья. Да, клей, а так. О, 3,63 миллиома, 3,6 все тех же вольта. Третья параллель. Ну, смотри, что творится. О, 3,24, 3,26 миллиома, 3,6 все тех же вольта. Четвертая баночка. 3 милливольта, 3,6 все тех же 3 миллиома и 3,6 вольта. Так, ну и крайняя параллель. 3,33 миллиома, все тех же 3,6 вольта. Ну и что нам это говорит? Нам это говорит, что отбалансировано все, в принципе, замечательно. Теперь, что сделаем? Сделаем контрольное взвешивание. Как-то я упустил данный момент. Включаем весы. Корпус со всеми винтами, с болтами сюда и ложим или кладем аккумулятор. 493 грамма. В то время как аккумулятор на ЕВ весит 480 грамм. То есть, видите, на 13 грамм уже разница. Откуда, непонятно, хотя, возможно, добавлена балансировка. Шутка. Так, что мы делаем теперь? Напоминаю, все эти измерения были на холодную. Ну и также хочу напомнить, что, уже, наверное, напоминал, что у нас сопротивление ячейки заявлено меньше либо равно 3,5 миллиома. Вот рабочий ток 45 ампер. И пиковый ток при температуре нагрева до 75, по-моему, градусов до 90 ампер. Все эти, опять же, хочу напомнить, бумажки по даташиту. Вот эти 4 листика я опять же где-то приклею сюда в видео, чтобы вы сами могли все это дело почитать и посмотреть. Теперь дозаряжаю до полного и сделаем тестик на емкость. Хотя, в принципе, все это можно уже не делать, так как все это мы с вами сделали на аккумуляторах DeWalt. На таких же точно ячейках. Ну, сделаем для полноты, как говорится, обзора. Зарядил я до конца аккумулятор. Это, я надеюсь, видно. И давайте проверять. Так, подключаем минус и подключаем плюс. Смотрим, у нас 20,8 вольта. Давайте я чуть-чуть увеличу. Ну, хотя бы так. Так, даем ему, друзья, 5 ампер. И все мы помним, согласно даташита, мы должны слить там 90, почти 6%. То есть это получится 3920 мАч. Вот в прошлом аккумуляторе мы слили 3924, то есть считай тютя в тютю, как указано. Все.
Сливаем до 12,5 вольт. Поехали. Закрутился вентилятор и пошел слив. Все, нам остается только ждать. Ну, слив будет происходить меньше часа. Почему? Потому что 4 ампер часа у нас аккумулятор и 5 ампер нагрузку мы с вами дали. Побольше нагрузки дать не могу, так как мой вот этот вот тестер не рассчитан на такие большие нагрузки. Итак, закончился цикл разрядки. И давайте посмотрим, что мы получили. Значит, мы получили 70,1 ватт-часа, 3862 миллиампера, то есть немножко не хватило до заявлений по даташиту, то есть 3920. И 46 минут разрядки. Ну, а миллиампер у нас не хватило, видимо, потому что аккумулятор был заряжен на 20,8 вольта. Значит, сейчас собираю и как-нибудь его потестим. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Итак, народ, привязал я наш ваттметр к столу. Поставил второй телефон, чтобы его снимал. Подключаем блок питания, батарею. Я уже, видите, окультурил. Все защелкивается, все просто по красоте. Так, и будем тестировать на болгарке до полной высадки. Посмотрим, что она покажет, как она покажет. Значит, телефон снимает ваттметр, потом вот сюда на это место я прикреплю, соответственно, этот ваттметр, чтобы было все хорошо видно. Единственное, что я сам буду очень плохо видеть, наверное, эти маленькие циферки, но буду стараться держать ток где-то в районе плюс-минус 50 ампер. И посмотрим, что из этого получится. Итак, используем шлиф-круг, мой паленый, да, мой всем знаменитый тормозной диск. И, ну что ж, погнали, будем пробовать, что да как получается. Вперед! Не задушить. Душу. Невозможно задушить. Все, что-то у нас рубанулось. А рубанулась у нас, друзья, болгарка по защите. Так как у нас ваттметр, соответственно, горит, значит аккумулятор не вырубился. Рубануло, контроллер рубанул болгарку. Видели, что я вообще не мог задушить. Круг чернющий. Тут скоро, наверное, дыру протру. Ну что, давайте дальше. Выключил, врубаем.
Опять болгарин, то есть уже, честно говорю, рука болит давить эту болгарку. Что у нас по заряду? Соответственно, аккумулятора. 2 деления. Давайте продолжать дальше. Вы все видите, что я держу больше 50 ампер намного. Поэтому болгарка пока холодная. Единственное, в районе редуктора начинает теплеть. Ну, понятно, такое давление. Все, опять защита болгарки. Давлю, стараюсь сильно. Вы, наверное, сами все это видите. Все по чесноку. Сколько у нас на аккумуляторе. Все те же 2 деления. Продолжаем балет. Аккумулятор, короче, зверюга. Все так же, болгарка в защите. К сожалению, друзья, не вижу показаний. Сильно маленький шрифт там. Вы, наверное, сами, не знаю, перемотаете, увидите, на скольки амперах данная болгарка входит в защиту. Ну и, конечно же, я тоже при монтаже все это дело увижу. Едем дальше. Редуктор тепленький, градусов под 40, наверное. Опять болгарин в защите. Друзья, понятное дело, что данный аккумулятор на такой нагрузке продержится немного, там минут, не знаю, 3, наверное, 4, 5. И те, кто понимают, да, те понимают, что аккумулятор отлично себя показывает. Те, кто не понимают, опять будут писать, что это за аккумулятор, который проработал там 3 минуты. Друзья, при нормальной работе этого аккумулятора и болгаркой мы никогда такие токи не даем. Нормальная работа в районе 30 ампер. Сейчас я покажу нормальную шлифовку. То есть без излишнего давления и без всякого, как говорится, якова. Вот, нормально шлифуем. Вот в таком режиме мы производим просто нормальную работу, без давления. А я ради эксперимента задавливаю там до 80, наверное, ампер, чтобы посмотреть, как и что себя покажет. Все, теперь поехали, опять будем поддавливать. Немножко подостыла, может быть, болгарочка. Болгарин в защите. Е1 уже, а не Е2. И это меня напрягает. Все чаще стало уходить. Понятно, контроллер, видимо, греется, но рукой не ощущается. Чаще и чаще. То есть мы уже болгарку с вами перегрели, а аккумулятор продолжает работать. Короче, друзья, не вижу я смысла дальше его высаживать. Он практически у нас в ноле, последняя рысочка осталась. Вот. Вы все понимаете, что при таких нагрузках, опять же, повторяюсь, мы с вами там в реальном
в реальном времени, допустим, при работе не пользуемся, а пользуемся нормальными, спокойными в районе 30-40 ампер. Давайте я попытаюсь продемонстрировать и подсмотреть сам на амперметр. Вы сами видели 30, 35, там при давлении, ну максимум 40 ампер, которые мы с вами будем выжимать с данной болгарки при спокойной нормальной работе. Итак, по итогу аккумулятор ни разу не зашел в защиту. Огромнейший плюс. В защиту у нас, видите, заходила болгарочка по перегрузу уже. Контроллер бедный не выдерживает. Не знаю, будет она дальше работать или нет. Ну, надеюсь, что будет. Болгарка просто шикарная и классная тоже. Вот, поэтому на сегодня все. Аккумулятор смело могу рекомендовать. Отличный аккумулятор, 4. Так, что у нас по проводам? Провода холодные, то есть сечения провода нам хватает, падения напряжения тут особо большого нету. И все, класс. Поэтому ссылка, как всегда, в описании. Переходите, смотрите. Ну, а покупать, не покупать, друзья, решать только вам. Никого я не заставляю, не уговариваю. Показал все как есть, рассказал все как есть. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за внимание.